привет, друзья! Мы вам сегодня хотим рассказать об одном из вариантов решения технических задач, которые нам ставят наши заказчики. К нам обратился заказчик, у которого было требование: общая высота от земли не более 2,35 метра. Поэтому, перебрав различное количество вариантов, мы остановили свой выбор на модификации Ford Transit 350M, на базе которого мы и собрали полнокомплектное транспортное средство с изотермическим кузовом и холодильной установкой для перевозки глубокой заморозки. Температурный режим минус 18 градусов. А теперь коротко о каждом компоненте мы вам сейчас расскажем. Базовое шасси Ford Transit 350M. Это M – средняя колесная база, 350 – это обозначение индекса полной массы 3,5 тонны, соответственно, это B-категория. По ПТС у нас грузоподъемность менее тонны, чтобы автомобиль мог ездить в пределы третьего транспортного кольца. Фактическая грузоподъемность этого автомобиля примерно 1,5 тонны. Это в дополнение обеспечивает двухлистовые задние рессоры, а также двухскатная шиновка задней оси. При этом основные показатели автомобиля все те же самые. Объем 2,2 литра, мощность 125 лошадиных сил, задний привод, турбированный дизельный двигатель. Для перевозки температурного режима минус 18 градусов мы выбрали компонент номер 2. Это изотермический фургон Рязанского завода Центр Транстехмаш. Фургон высокой термичности, толщина боковых стен 60 мм, передняя крыша двери 80 мм, панель пола 100 мм. Его показателей хватает для того, чтобы поддерживать температурный режим внутри, сохранять минус 18 градусов. Исполнение самого фургона самое базовое: это лакированная сталь, оцинкованная окрашенная сталь, оцинкованная сталь, настил пола, сетчатая фанера. Учитывая то, что автомобиль будет эксплуатироваться в черте города Москвы, у заказчика было пожелание, чтобы наш автомобиль был еще и по длине максимально компактный. Средняя колесная база предполагает установку фургона длиной до 3,5 метров, но при этом получается очень длинный свес. Нами был выбран вариант длины фургона 3,2 метра, что позволяет нам иметь максимально компактные габаритные размеры и вместимость по полу 5 евро-палет. Ширину фургона мы оставили без изменений – 2,2 метра. А вот высота, так как у нас основной критерий был 2,35 от земли, у нас осталось по принципу ну сколько есть, столько есть. Поэтому в габарите у нас получился фургон высотой всего лишь 1,40 м. Если перемножить все эти параметры, то у нас получается 9,8 метра по наружным габаритам. Естественно, внутренний объем у нас гораздо меньше. При этом, для того, чтобы установить холодильное оборудование, нами была сделана еще и ступенька. Поэтому полезный внутренний объем составляет около 6,5 кубов полезного внутреннего объема. Заглянем внутрь и посмотрим, что там получилось примечательного. Чистая длина внутреннего пространства 3 метра, чистая ширина внутреннего пространства 2,07 и чистая высота внутреннего пространства 1,2 метра. Если взять в пересчете, то и учитывая потерю на холодильное оборудование и на ступеньку, то у нас получается примерно 6,5 кубов полезного внутреннего объема. Если взять по палетам, то это 5 палетомест с небольшим остатком здесь порядка 60 сантиметров. Исполнение внутреннего нашего пространства самое что ни на есть стандартное. Сетчатая фанера, плаг-металл, оцинковка, испаритель холодильного оборудования марки Thermo King, светодиодный плафон освещения, который включается отдельным тумблером из-под фургона. Третья составляющая нашего полнокомплектного автомобиля – холодильная отопительная установка Thermo King C350E. Именно эту модель мы выбрали в качестве основной, потому что она на данном объеме обеспечит нам поддержание температурного режима минус 18 градусов даже в условиях эксплуатации в черте города Москвы, потому что ее мощности на этом объеме будет очень и очень предостаточно, чтобы выдержать все режимы эксплуатации в городе Москве.
При этом она работает как на охлаждение, так и на обогрев и способна дать в этом объеме примерно температуру до плюс 15 градусов, когда на улице будет не выше, чем минус 25. Но, чтобы ее разместить, у нас было два варианта. Вариант номер один — это ступенька в изотермическом кузове и размещение вот здесь. И вариант второго размещения — это под фургоном. Точной статистики эксплуатации и такого размещения у нас, к сожалению, нет. И мы поэтому побоялись размещать наш конденсерный блок именно вот в этой части, потому что сюда попадает большое количество грязи, и здесь очень плохой обдув. И, соответственно, охлаждение и работа самого холодильного оборудования может работать неправильно и некорректно. Поэтому мы в данном случае все-таки выбрали вариант размещения в этом месте, на нашей специально изготовленной на заводе ступеньке. В заключение хотелось бы сказать следующее. У нас стояла техническая задача, и мы ее выполнили. Выполнив и посмотрев на результат, создается впечатление, что эксплуатация этого автомобиля будет затруднительна, потому что невысокое внутреннее пространство, конечно, ограничивает маневренность внутри самого фургона. Я думаю, что в процессе эксплуатации мы сойдемся с заказчиком к тому, что мы ему дополнительно будем врезать и с левой, и с правой стороны боковые двери, чтобы он мог более эффективно использовать свой автомобиль и получившийся результат. У вас, наверное, стояла какая-то задача изначально, да? Ну, вы как-то придерживались ее? Ну да, у нас была поставлена задача, и мы ее придерживались. У нас стояла задача, мы ее выполнили, и также выполним любую вашу задачу, в пределах разумного. Поэтому пишите, звоните, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. Мы для вас стараемся, в ваших интересах и в наших возможностях. До новых встреч, до новых проектов. С вами был Кирилл Сухин. Пока.